أشهد أن لا إله إلا الله. Какой Стамбул вам больше нравится, европейский или азиатский, таинственный или обыденный, византийский или османский? А что больше вам по вкусу, лукум или пахлава, а может быть кофе? Но чему бы вы ни отдали предпочтение, все это Стамбул. Яркий и пестрый, загадочный и мистический, пахнущий пряностями и турецким кофе. Сегодня мы откроем еще несколько новых страниц Стамбула. Побываем в самом древнем христианском храме, расскажем про места в Стамбуле, куда приезжают люди со всех концов света, специально, чтобы загадать заветное желание. И научимся выбирать лукум и пахлаву. И, конечно, отведаем ароматного турецкого кофе. Пожалуй, самый интересный объект византийской эпохи здесь, в Стамбуле, ну, конечно, после Святой Софии, это вот эти вот крепостные стены Константинополя. Крепостные стены опоясывали Константинополь со всех сторон. Со стороны моря и со стороны суши. Вот эта часть стены находится как раз-таки со стороны моря. Вот там вдалеке виднеется море. А наиболее хорошо сохранившаяся часть, это стены называются Феодосия. Вот феодосийские стены, они имели целых 10 входов и выходов. Ворота делились на военные и гражданские, но в повседневной жизни чаще пользовались гражданскими воротами. А вот длина стен составляла 5630 метров. Стены очень толстые, местами они доходят до нескольких метров в ширину. Кладка производилась из огромных глыб каменных. Вот здесь вот это все можно видеть. И стена строилась более 400 лет. Стены Феодосия за свое существование часто перестраивались и реконструировались, поэтому то, что мы видим сейчас, это результат тысячелетней эксплуатации. Крепостная стена и сейчас тянется на протяжении нескольких километров. Местами сильно разрушена, местами реставрирована. Когда-то перед стеной был ров, который уже давно засыпали землей. Теперь на месте рва бесхозная территория, и предприимчивые стамбульские бабушки сажают здесь огороды. Двигаясь вдоль древней Константинопольской стены, можно попасть на улочки старого Стамбула. Дома здесь построены в начале 20 века, и все не выше 2-3 этажей. В старом Стамбуле можно встретить улицы, которые расположены на горках. Вымощены они булыжником, а дома в такой классической турецкой архитектуре. Во-первых, они деревянные, а во-вторых, обязательно вот в турецкой архитектуре выносной балкончик, вот здесь вот можно наблюдать. Причем на некоторых домах, на дверях можно видеть некоторые знаки. Например, здесь вот видно, что исламский такой знак, звездочка и полумесяц. И чувствуешь себя на этих улочках очень атмосферно. По улицам гуляют кошки, а собаки могут мирно отдыхать либо прохаживаться даже в самых людных местах. Это то, что отличает Стамбул от других мегаполисов.
Работают Ага. продавщицы, они каждый месяц тут приезжают, каждый в конце месяца приезжают, и это как, знаете, в конце месяца приезжаешь, загадываешь и посмотришь, как сбилось, и сбивается, а потом сладости приносишь и раздаешь. Да. А почему в конце месяца? То есть здесь что, вот больше народа, да? Очень много народов, да, Да? очень. Именно в Особенно конце в месяца? Пасху, вот таких праздниках очень много народов, да. А вот эти ключи потому с собой забираешь, в кошелек ставишь. Да. Если желание исполнился, ты опять у тебя сохраняешь. А если не исполнился, опять приходишь, меняешь. Много людей таких, которые приносят сладости. Очень То есть много. понять, Я сколько даже людей исполняет Очень желание. много. Церковь в Стамбуле, которую просто невозможно обойти вниманием. Это церковь Святой Ирины, одна из самых ранних сохранившихся церквей Константинополя. Правда, богослужения в ней не проводятся уже несколько столетий, и носит церковь не имя Святой Ирины, как многие считают, а называется Церковь Святого Мира. Дело в том, что мир в переводе с греческого «Ирина». Церковь Святой Ирины, в которой мы сейчас находимся, она расположена на территории дворца Топкапы. Здесь сохранились и оригинальные плиты, и оригинальный декор колонн. Дело в том, что эта церковь, в отличие от многих других церквей Стамбула, не была переделана в мечеть. То есть она была во времена Османской империи просто-напросто закрыта. Впоследствии здесь был склад и несколько музеев, а 40 лет назад помещение храма стало служить концертным залом. Но именно благодаря тому, что церковь долгое время была закрыта, сохранилась даже напольная плитка. Здесь в церкви вообще практически нет никакого освещения, только местами подсвечены арки. Вот сейчас как раз солнце прямо бьет в окно. А вот здесь вот можно наблюдать плитку с печатью. Печать как раз того времени, то есть каждая плитка была проштампована императорской печатью. И вот она. И вот здесь можно видеть, она немножко запыленная. Более 200 лет церковь Святой Ирины была главным храмом Константинополя, пока не была построена Айя София. Еще один памятник Стамбула, принадлежащий византийской эпохе, это Галатская башня. Принадлежала она императору Вестиниану, а строить ее начали в 507 году нашей эры. Для того, чтобы попасть вовнутрь башни, нужно отстоять вот такую вот очередь, потом подняться наверх и увидеть Стамбул с высоты птичьего полета. Строилась Галатская башня в качестве маяка, который помогал кораблям не сбиться с намеченного курса. Затем, во времена Османской империи, в башенных стенах разместили обсерваторию. Позже ей отвели роль пожарной каланчи, а нижний ярус был отдан под тюремные казематы. Существует очень интересный исторический факт, связанный с Галатской башней. Некий изобретатель Ахмед Челюби придумал такие крылья в летательном аппарате, где крылья, и прямо с Галатской башни спрыгнул и перелетел в Москву. Отсюда открывается удивительный вид на Стамбул.
стоять не одно женское сердце. И кондитеру это удалось. И вот уже 3-е столетие лукум пользуется популярностью не только у женщин, но и у мужчин, причем всего мира. На стамбульских улочках можно встретить вот такое вот простенькое заведение, где продают пахлаву. Оно действительно очень простенькое, но пахлава здесь очень вкусная и она недорогая. 34 lira 1 kilogram. 1 kilogram 34 lira. Şudurat baklava 5 lira. А вот вам и подтверждение того, что цены здесь совсем невысокие. Кстати, за появление пахлавы нужно сказать спасибо тоже одному из турецких султанов. Эта сладость была придумана на несколько столетий раньше лукума, в 1453 году. Приготовленная придворным поваром пахлава настолько понравилась султану, что рецепт был увековечен, а блюдо получило название баклава, что переводится как «смотри, сладкое». Сейчас лавки с лукумом и пахлавой можно встретить всюду, и не только в Стамбуле, но и по всей стране. Эти сладости давно стали визитной карточкой Турции, желанным деликатесом и лучшим сувениром, который обязательно стоит привезти из Стамбула. В следующей программе мы отправимся в курортный город Ялова, который знаменит термальными источниками, и будем знакомиться с Турцией, которую мы еще не видели.